Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Сегодня в видео мы разберем один из самых интересных вопросов, связанных с Happy Tree Friends Amnesia. Если вы смотрели видео по разбору айсберга, то вы помните вопрос, связанный с Лампи. А если не смотрели, то настоятельно рекомендую посмотреть его. Итак, тема связана с серией Amnesia 1.5, где персонаж Лампи слишком долго превращался в зараженного. Мы рассмотрим несколько самых правдоподобных и интересных вариантов. Если вам уже интересно, то усаживайтесь поудобнее и возьмите что-нибудь пожевать. Напоминаю о необходимости смотреть мои ролики до самого конца. Это будет положительно сказываться на продвижении канала. А я начинаю. Поехали! Первый и самый банальный вариант. Смотря Амнезия в порядке выхода, можно подумать, что зараженный пытается уничтожить малыша, а главный герой героически его спасает. А конкретнее Лампи начал заражение, но когда у него появилась благая цель, то он силой воли замедлил продвижение недуга. Значит, у героя высокая сила воли, и он усилием и поставленной целью спасал от полного заражения. Это логично, но не интересно. Тем более, если вы смотрели все серии, то у вас все больше будет вопросов к этому моменту. Так что переходим к следующему варианту. А теперь самое тупое и очевидное объяснение. Еще раз повторю, что со временем мы поняли, что зараженные хорошие, а остальные грешники. Это раз. Второе, зараженные защищают детей, так как они невинны. Это два. И то, что Лампи по сути своей положительный персонаж, это три. Так тогда вы спросите, а какого такого интереса он тогда так долго превращался? И тут включается дедукция. А это чувство подсказывает, что автор рисовал эту серию без оглядки на продолжение и на общий сюжет. Я имею в виду, что в то далекое время Родригес не рассчитывал долгое продолжение и какой-то глубокий смысл, и скорее всего законы этой вселенной не были прописаны до конца. А вывод такой: автору надо было ввести Лампи в сюжет, но не банально за пару секунд, а с какой-то интересной и героической историей. Так что все просто, загадки никакой нет, просто автор ввел нового персонажа, а также добавил чуть-чуть ему предыстории. Так что переходим к следующему. А теперь самый интересный и сложный вариант. Эту идею воспроизвел мой больной мозг, и эта теория попахивает идиотизмом, но зато как таинственно и загадочно будет. Чтобы полностью понять эту мысль, давайте вспомним, кем является Лампи в оригинальном Happy Tree Friends. Пугающе глупый американский лось, который довольно часто становится причиной гибели многих других персонажей. Несмотря на то, что у Лампи в целом положительный и дружелюбный характер, он является опасным персонажем. Среди всех персонажей мультсериала у Дылды самый высокий рейтинг убийств, а количество жертв лося свыше 300. Запомнили информацию? Теперь переходим в Амнезия. Нас интересует первая минута серии 1.5, а именно место, где Пирас показывают Лампи. Это бар. Обратите внимание на убитых персонажей, если смотреть каждый кадр, то мы убедимся, что тут нет ни одного зараженного. Тем более все, кто был внутри, имеют какое-либо оружие. И даже наш герой имеет при себе огромный крупнокалиберный револьвер. И если вы думаете, что эти пару кадров не важны, то вы глубоко ошибаетесь. Смотрите, раз нет зараженных, значит все эти персонажи грешники. Если они все грешники, то они бандиты. А если они бандиты, то почему началась перестрелка? Один из вариантов, что в баре был конфликт двух банд, а Лампи был обычным посетителем. Второй вариант. Наш герой был членом одной из сторон конфликта. Это объясняет наличие у него оружия. Далее. Почему он был не до конца заражен? Вариант первый. Когда началось заражение, началась перестрелка, и Лампи, естественно, кого-то убил. То есть, или он согрешил уже во время заражения и остался в двояком состоянии, или он был грешником и, решившись на выстрел в себя, также остался на середине, так как он хотел собственными руками уничтожить зло, как бы себя. Переварите вот это вот еще раз. Два варианта: Лампи бандит или случайный участник перестрелки. Далее в сюжет въезжает ребенок, которого надо бы якобы спасать. Почему сомнения? Я уже говорил, по сути зараженные его спасали от грешника, но тогда это выглядело наоборот, и наш герой тоже понял эту ситуацию буквально. Он начал спасать малыша. Далее погоня и борьба с зараженными и поглощение Лампи Хебой.
Эту ситуацию тоже можно трактовать двояко. Повторю, что стремления нашего героя были смутны, и ситуация с его трансформацией тоже спорная. Значит, так спасение ребенка добавило ему очков в карму и ускорило заражение, а во время погони Хебас через трюфеля увидел нашего персонажа и понял его пользу и потенциал, усилил скорость превращения. В той же ситуации Лампи думал о спасении ребенка как о хорошем поступке, хотя со стороны зараженных он делал зло и, следовательно, своими стремлениями временно остановил поглощение заразой. Что по итогу? Когда он выполнил свою миссию, то опять же есть двоякий результат, но с одним финалом. Он сделал плохо зараженным, но все-таки ребенок оказался в безопасности, а значит, это хороший поступок. И после этого уже ничего не мешало ему полностью перейти на сторону карателей. Как вы видите, теорию можно высосать из пальца даже из парочки кадров. Я надеюсь, эти варианты для вас оказались интересными и познавательными. Как обычно, жду ваши отзывы в комментариях. А сейчас перейдем к вашим любимым рубрикам. Рубрика «Хочу попасть в видео». Смотря на прошлый ролик, я понимаю, что идея с Соником вам не понравилась, и комментариев под видео оказалось очень мало. Меня это, конечно, расстраивает, но надеюсь, в этом ролике вас будет больше. Переходим к вашим выдуманным персонажам. Прислал Егор Потехин. Имя Соня, фракция зараженная, тип кошка. История: это синяя кошка-снайпер. Была образцовым стрелком своей команды. Девушка и напарник Дрозда. Во время заражения была в квартире. В дом вломился зараженный, зарезав его ножом, она взяла свою винтовку и пошла искать Дрозда. Но Хеба починил ее. Теперь она контролирует свой район со своими подругами-снайпершами. Военные назвали их ведьмами. Совет: если ваш перс военный, пусть будет аккуратнее, ведь пуля быстрее, чем человек, а если зараженный, то может спокойно идти. Далее. Прислал Егор Найдина. Имя: качественный единорог. Вид: зараженный единорог. История: он спокойно прыгал, жевал травку, в общем лепота. Но когда он заразился, о ужас, ничего не поменялось, он также прыгает и кушает травку, просто он зараженный. И да, он просто единорог, поэтому не подчиняется Хебе. Ну что же, ребятки, будем на этом заканчивать. Я надеюсь, ролик вам понравился. Жду в комментариях ваши предложения, возражения или ваши мысли. Не забывайте подписываться, ставьте лайк, а также бить в огроменный колокол. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.